flowing with the tide, the universe inside. The answers come to me, they set my spirit free. Здравствуйте, мои невероятные, с вами снова я, ваша Каролайн, и это, как всегда, гадание с любовью. Я сегодня смотрела расклад на новый месяц, на новолуние точнее, и там на каком-то из вариантов очень сильно настойчиво выходил король кубков и говорил, что он скучает. Так вот, я решила, а кто я такая, если не дам ему высказаться отдельно? Поэтому у нас с вами сегодня расклад на 4 королевы. Кто за вами скучает? Кто о вас думает, не может забыть, не хочет забыть по какой-то причине? У нас с вами будет 4 королевы. Пока я их ищу, у вас есть дело. Быстренько заварите себе чайчик, кофеечек, сядьте поудобнее, настройтесь на информативный, позитивный расклад. Я надеюсь, будет интересно. Королева мечей вышла самая последняя, как будто вам не до этого, да? Сейчас, девочки. Так, чай-кофе делается, надеюсь. Мы пока здесь будем смотреть последовательность прекрасных девушек. Давайте, первая королева. Это королева мечей, близнецы, весы и водолей, что быстро, скажем так, посмотрела и ушла работать, да, девочки. Вторая — это королева жезлов, овен, лев, стрелец. Третья королева — королева пентаклей, телец, дева, козерог. А четвертая королева — это королева кубков, рак, скорпион и рыбки. Карты уже на столе, я надеюсь, чай, кофе тоже. Я готова, вы готовы? Поехали. Первый вариант. Королева кубков. Здравствуйте, мои невероятные девушки, прекрасные. Смотрим, кто же скучает за вами. Не может забыть, не может выбросить вас из головы. Слушайте, ну прям шестерка кубков ходит вокруг да около. Ну, пожалуйста, шестерка кубков. Король кубков, пожалуйста. Пятерка кубков, король кубков. С кем-то, с кем вы, возможно, поссорились, либо с чем-то были, знаете, как недовольны, не согласны. То есть человек, с которым было большое количество разногласий, непониманий. Вас не слушали, не понимали, не услышали, кстати, может, вы не договорили. А королева мечей, хотя королева мечей вряд ли это про вас, типа, что вы не договорили. Вы договорите, еще и сверху дадите. Вот тут еще кто-то прям подслеживает за вами. Паж мечей, король мечей. Девочки, у вас тут целый, не знаю, мы с вами на сколько часов здесь задержимся? Вы хотели побыстрее, а тут, извините, информации так достаточно, потому что не один тут человек. Ладно, давайте, кто очень сильно скучает за вами? Кто очень сильно скучает за моими прекрасными королевами кубков? Кто за вами скучает? Дурачок какой-то на мне колоды шут. Двойка пентаклей. Человек, с которым было все непонятно, человек, явно с которым была эмоциональная качеля, либо, возможно, знаете, туда-сюда, то есть пришел, ушел, но, честно, вел себя как паж жезлов. И десятка мечей, скорее всего, эта история закончилась. И, возможно, по пустой карте, кстати, давно, да, то есть как будто бы уже давным-давно вас ничего не связывает. Но человечек скучает какой-то за вами. Давайте. Знаете, я могла бы, конечно, сказать, что вы кому-то разбили сердце, но тут, скорее всего, человек, который разбил сердце вам. Либо неприятно сделал, больно сделал. Убежал от чего-то, знаете, как будто бы от какой-то ответственности, либо просто ушел, из-за чего вызвал большое количество каких-то эмоций. Человек, кстати, думает проявиться, потому что тройка жезлов, туз мечей. Ладно, давайте, кто этот человек?
Ну, это может быть даже не любовная тема, да, это может быть дружеская тема, к примеру. Это может быть тема там коллеги, там клиенты, работа или еще кто-то. Давайте, кто этот человек? Вот очень много о вас думает и скучает. Вот 8 пентаклей. Но опять же, ну император, колесница. Ладно, давайте, кто? Кто этот человек? Король кубков, понятно. Кстати, может так выпивать, да, либо есть, конечно, вероятность треугольника, потому что император мне там падал, 7 мечей, 7 кубков, луна, какая-то тема непонятная, может быть, знаете, мутная. Человек на самом деле проиграл, он проиграл, не вы. Но при этом, скорее всего, в этом всей истории было больно вам. Неприятно. Чё скучаем тогда? Думает много. Много думает, много, знаете, может, конечно, отвлекаться там на работу, на какие-то дела, на какую-то там бытовуху, на какой-то там, не знаю, обычные какие-то там свои повседневные дела, но, опять же, по башне вот реально может прорывать вот в голове, в эмоциях, в отношении вас. Не готов человек, кстати, вас отпустить, да? Ну, слушайте, ну нет, конечно, по луне-то. И снитесь, и тянет, и интересы, и связаны, и есть какая-то еще связь внутренняя, по крайней мере, у этого человека. Вы, может быть, это уже, конечно, проработали, да, то есть это может быть, знаете, как в одну сторону, но все-таки. То есть человек реально вас не забыл и, скорее всего, ну, вряд ли в ближайшее время забудет. Учитывая по тройке жезлов и тузу мечей, человек даже хочет как-то проявить инициативу в вашу сторону. Все-таки какие отношения вас с этим человеком связывали, чтобы я понимала, о чем я вообще говорю? Император, король жезлов. Боже мой, что здесь пошли за такие? Не знаю, может быть, знаете, вот смотрите, император, король жезлов, рыцарь жезлов. Может, человек был в разных ролях в вашей жизни. То есть он вроде как обещал там, что женится, мог рассказывать, мог показывать, что вроде как отношения стремительно двигаются к чему-то стабильному, казался стабильным, но не тут-то было. То есть вроде бы как это, ну, для меня это карты, указывающие на больше эмоциональную привязанность человека. И человек действительно был с каким-то важным потенциалом для вас, но не срослось. Человек как будто бы, видите, он с императора скатился до короля жезлов, а потом до рыцаря жезлов. То есть человек как будто бы с каждым разом проявлял свои качества все хуже и хуже. То есть человек становился хуже. Вам тяжелее с ним. И вот эта история, она закрылась, завершилась. Может, вы разъехались, разошлись опять же просто. Это какая-то качеля была. Вот. Не знаю, но он точно в вашей жизни был важный, потому что по страшному суду он что-то в вашу жизнь принес, да, то есть важный какой-то урок на ценность, возможно, там какая-то ваша внутренняя распаковка, еще какой-то вот король пентаклей, влюбленный, 5 кубков, еще какой-то скучает. Вот с этим тоже какие-то были нюансы. Ему кажется, что, ну не знаю, отшельник, вот, пожалуйста, вот такой одиночка. Вот тут вот мне попахивает каким-то несвободным человеком. Либо сейчас он не свободен, ну, либо что-то, знаете, как, ну, как прошлое за ним тянется. И тут даже не вы. Тут как будто бы что-то мешает ему что-то реализовать, действительно то, что он хочет. Он как проигравший идет, он почему-то мне выходит достаточно нестабильный энергетический человек. А вот здесь вот мне выходит человек как вроде как внутренняя одиночка, опять же, не знаю, как он там в семейной жизни, но человек, с которым вы не нашли общего какого-то языка. Опять же, вы могли разговаривать реально на разных языках. Человек подглядывает, интересуется вами, скучает, но не проявляется нормально, адекватно. Почему? Потому что, ну, по отшельнику, наверное, вот он привык вот так вот, знаете, вот у него есть какой-то привычный образ жизни, и он его придерживается. Не могу сказать, что ему хорошо либо плохо в этом всем, это его выбор. Вот тут человек прям выбрал, все, он изолирован. А вот этот, вот какая-то такая энергетика у него странная, он еще придет в вашу жизнь. Он скучает, много думает.
Но в вашей жизни он либо оставил какое-то, знаете, достаточно, не знаю, может, реально вы замужем за ним были, либо что-то общее есть. Этот человек прямо из прошлого. Ну вот что-то закончилось уже, закончилось. Такое ощущение, что у него даже шансов нет за вас бороться. А он все еще думает о вас. А он все еще скучает. И все еще почему-то думает как-то проявиться, либо проявить в вашу сторону инициативу. Вот такой молодой человек, королева мечей. Извините, если вы тут себя не услышали, мы же помним, да, это общий расклад, вы можете перейти на другой вариант, либо просто сегодня, ну, для вас информации у меня нет. Спасибо большое, единички. А мы идем. Дальше к королеве жезлов. Здравствуйте, мои прекрасные девушки. Смотрим вас. Кто там скучает за вами? Слезки роняют по вам. Ладно, без доказательств мы это не принимаем. Пока не будет фотки. Какая-то шутка, да? По-моему, из просторов ТикТока. Насколько я помню. Ладно. Надо переставать это смотреть. Давайте смотреть, девочки мои прекрасные. Что там, кто там скучает за вами очень сильно? Денежка за вами скучает, девочки. Давайте так, денежка 100% в вашу жизнь идет. Реально. Может, мужчины при денежках. Давайте так, я сказала, денежка за вами скучает. Вот денежка за вами скучает, и денежка в вашу жизнь идет. У кого-то, кстати, через творчество. Про, между прочим, сказала информацию, вы как хотите, так и делаете. Кто скучает? Человек сейчас достаточно одинок. Неважно вообще, какая у него там жизнь, да, где он, с кем он, что он внутри одинок. Человек очень внутри одинок. Человек в вашу жизнь приходил, уходил, возвращался, уходил. Не могу сказать, кстати, двойка пентаклей такая может быть карта, но я не могу сказать, что это эмоциональные качели. Скорее всего, человек в вашу жизнь один раз там мог проявляться, даже вот знаете, как друг сразу проявлялся, а потом там, не знаю, пришел в роли, как вроде как любовные отношения могли. Ну, потому что девятка кубков были какие-то общие мечты, общие желания, общие цели. Это была какая-то перспектива, но человек вот действительно достаточно внутренне одинокий. Вот он почему-то не выбрал путь в отношении вас. Не знаю. Может быть, кстати, даже не одинаковые цели, а как раз-таки может быть то, что ваши цели и планы разнились немножко. То есть человек не нацелен был на то, на что нацелены были вы, либо на что вы заслуживали. Так тоже прочитаю. Человек либо уехал, либо сейчас, кстати, в разъездах, то есть где-то он ездит, то есть у него там, возможно, поездки сейчас важные какие-то, либо рабочие, либо даже отдых. С человеком нет общения сейчас. Вообще, скорее всего, никакого общения. Хотя он бы хотел. Пытается, конечно, визуально, кстати, показывать, что он там, не знаю, по шестерке жезлов, там, молодец, победил эту жизнь, не знаю, десятка пентаклей, карта мира, транслирует человек на общие массы, да, то, что он там, не знаю, какой-то успешный, либо молодец, то есть пытается выглядеть выгодно. Не знаю, почему-то вот эта карта идет. То есть пытается выглядеть выгодно, пытается выглядеть так, что типа все у него в его жизни под его контролем. Но это абсолютно не так. Он очень много тщательно скрывает все внутреннее, что проходит, что насколько тяжело, насколько все не так. Но опять же, очень хорошо скрывает. Хорошо. Что думает о вас? Давайте так еще. Что у вас было общего? Что связывало вас? Ну, он ушел, я не знаю. Он ушел, либо вы ушли. То есть какой-то разрыв, который действительно оставил след. Ну, типа, либо вообще, слушайте, знаете, что самое интересное, что еще как мне читается? Не только разрыв мог оставить след, но и в целом данный союз
мог быть неожиданным. Данный союз мог вызывать достаточно внутренние разрушительные процессы. То есть вот либо человек в вашу жизнь пришел тогда, когда у вас очень сильно менялась жизнь, не знаю, может, вы переезжали, может, вы что-то меняли, либо он вошел в вашу жизнь и сделал что-то, ну, знаете, колоссальное, там, это был, там, допустим, первый мужчина ваш, да, либо первая такая сильная любовь, это мог быть первый сексуальный, к примеру, партнер. Это мог быть человек, который впервые там подарил какие-то определенные вам эмоции. Это мог быть, конечно, там человек, опять же, с чем-то перспективным, но он что-то вам подарил, как будто бы, вот знаете, вот. Но опять же, эта история 100% законченная. При этом он скорее закрыт от вас, он прям не рассказывает то, чем он там. Но он про себя не рассказывает. Такой, может даже быть немножечко самовлюбленным где-то. Ну, по крайней мере, казаться таким, что, знаете, у него все на мази, все хорошо. Ладно, а что думает вообще, что скучает? Знаете, борется со своим разбитым сердцем. Человеку не так уж хорошо, как ему казалось, ему будет. Ему очень плохо. Что бы там ни было, человек тяжело проходит разрыв с вами, и тяжело проходит отсутствие вас в его жизни. И тут даже не просто скучает, а ему болит. Хорошо. Он вообще думает проявиться? Несколько шансов перебирал, честно скажу, как будто бы он боится чего-то. Не знаю, ну что, не может вам дать того, что вам нужно, либо, знаете, то, что вы видите его насквозь. А он-то привык казаться вот таким, а вы его видите глубже. Не знаю. Но он еще как-то, знаете, какая-то еще ситуация, которая вас соединит с этим человеком, она у вас будет. Но вы либо на него с другой стороны посмотрите, либо на себя посмотрите с другой стороны. То есть это такая история, когда вы очень много каких-то озрений получите, осознаний, инсайтов. И тогда возможна встреча. И просто такое ощущение, что при этой встрече вы на человека будете смотреть под другим углом. То есть без какой-то кубковой, да, вот этой атмосферы, а больше в пентаклевой, то есть больше в понимании того, какой ресурс вы из этого всего получали и насколько же вы классно прошли все, насколько вы классно себя проработали. Может, вы уже так понимаете, но тут парочку инсайтов вы еще по поводу этого человека получите. Вот такой второй вариант. Спасибо вам большое. А мы переходим к третьему варианту. Королева Пентаклей. Девочки, кто загадал Королеву Пентаклей? Здравствуйте. Посмотрела, снимает ли. Ой, страшный суд. Слушайте, Королева Пентаклей, что у вас там? Судья какой-то думает. Или высшие силы говорят, тебе нужны деньги сейчас. Карта мира, отшельник, десятка пентаклей, но король жезлов. Слушайте, у вас сейчас действительно очень важный судьбоносный период в вашей жизни. Он будет достаточно сильно менять вашу жизнь, как внутренне, так и внешне. Мужчина идет в вашу жизнь, если вы там одиноки, то мужчина идет в вашу жизнь, но изначально, прежде чем это случится, в вашей жизни поменяется какая-то материальная сфера. Возможно, какие-то люди, которые есть сейчас вокруг, да, то есть те фокусы внимания, на которых вы держите свое прекрасное внимание, оно немножко собьется, либо вообще разрушится, но поверьте, вы будете довольны. Почему? Потому что вот тот человек, который идет в вашу жизнь, это будет что-то, конечно, с чем-то. Если мы говорим про то, что вы в отношениях уже, то здесь как будто бы улучшение вообще в целом отношений. Кстати, ничего не имею против, если вы в отношениях и смотрите, а кто там по вам слезки пускает. Вообще, господи, прекрасно же. Пускай в вас вкладывают энергию, какая разница. Вот, но если вы в отношениях, то карты могут указывать, что какое-то изменение в вашей жизни. И оно и ваше, и вашего партнера, и оно материальное. Улучшение, может быть, переезд, кстати. Перспективный переезд в другую страну, в другой город, не знаю, в другую квартиру. Восьмерка пентаклей. Прекрасно. Деньги, иерофант. Не знаю, может, у вас тут какой-то, не знаю, священнослужитель какой-то, потому что иерофант, страшный суд прям ходит вокруг.
Либо вы, кстати, можете сейчас менять либо точку своего зрения, точку фокуса, возможно, даже эгрегор, да, может даже веру. То есть у вас может очень сильно меняться, прям, вот говорю, фокус внимания меняется. Это все-таки не про вас. Давайте так, это про вас. По звезде, 4 пентаклей, отшельник, да, это про вас, это про ваше внутреннее. Ладно, девочки, извините, вышла из темы, возвращаюсь обратно. Виновата. Ну, там про денежки говорили. Я как истинная женщина не могу вам как истинная женщина, королева прекрасной пентакли, не могу приятную новость не сообщить, что к вам идут денежки. Изменения. Ну, как бы, извините. Солнышко, все хорошо. Так, ладно, давайте. Кто скучает за вами? Кто за вами скучает? Кто скучает по моей прекрасной королеве пентаклей? Мне все равно говорят про трансформацию вашу. Про важные изменения. Готовьтесь к изменениям, но хорошим. Готовьтесь к тому, что придется принимать какие-то решения. Готовьтесь к тому, что нужно иметь холодный разум, холодное мышление, не поддаваться эмоциям. Вы выходите на более счастливый уровень, на более счастливую жизнь. Если у вас есть такая штука, как, допустим, уходить в жертвенность, либо в пессимизм, либо в негативность, или еще что-то, вот это убирайте, потому что очищайте свой разум от всего лишнего, от всего мусора, потому что в скором времени грядет достаточно большое трансформационное событие в вашей жизни, которое вашу жизнь поменяет от и до. Это будет что-то действительно хорошее, на что вы заслужили. Но для этого вам нужно, чтобы не запутаться, чтобы правильно держать курс, нужно иметь холодный, чистый разум и отключить все эмоциональные вот эти внутренние состояния. То есть не эмоционировать на происходящее вокруг вас. Разрешить событиям происходить своим чередом. Не пытаться все контролировать, а быть скорее наблюдателем и просто вовремя принимать качественные, объективные, холодные решения. Все, передала, дальше все передала. Потому что как будто бы придется что-то оставить, уйти, но как это все в ваших руках. Все будет хорошо. Извините, вышла опять из темы. Давайте. Кто скучает за вами? Их несколько. Достаточно таких маленьких персонажей. 2 пажа. Ну, знаете, 2 пажа и 4 жезлов, первая карта. Ну, вряд ли, конечно, это дети, да, это может быть, знаете, люди младше вас, правда. Но я ищу пажей, знаете, как прочитаю? Как будто бы вот была перспектива, но ее не случилось. Притом это несколько человек, правда. С одним была перспектива, с другим. С одним была перспектива более физического какого-то характера, с другим была перспектива больше, может быть, по переписке, кто с кем-то вы там общались, там на расстоянии. Вот с кем-то вот действительно можно было, вот может быть вы думали, что построите эти отношения, может быть вы к этому шли, может об этом были разговоры, потому что здесь какие-то персонажи вроде как, ну, идут с перспективой, но до конца ничего не довели, потому что, скорее всего, по 10 мечей эта история закончилась так нормально и не начавшись, либо так нормально и не трансформировавшись во что-то качественное. И вот она просто заканчивается. Все, вот, и вот эти люди прям, они вот не могут вас забыть. О, вы тут, скорее всего, да, такая вот энергетически мощная, но либо запоминающаяся. Ну, вас не забыть. Это 100%. Ладно, давайте. Кто вас не может забыть? Вот тут вот самое интересное, кто скучает, да? Я хотела спросить, кто скучает, кто не может забыть, сказала. Ну, опять же, исходя из того, что мне показывали, вот тут вот кто не может забыть, почему-то карта мне показывает человека, с которым вы сейчас проходите какой-то важный урок. Либо который будет в ближайшее время в вашем поле. Не знаю, почему это вот так вот. Это может быть человек из прошлого, либо это может даже быть человек, который просто есть в вашем пространстве, и человек действительно идет для каких-то важных изменений. Но почему мне вот все равно вот ощущение, что в будущем каком-то формате рассказывают, не в прошлом?
Хорошо, кто скучает за вами? Еще раз, королева Пентаклей. Вот мне все равно вот в будущее тащат меня. Хорошо, давайте так, еще раз повторюсь. Это тот человек, с которым была какая-то связь любовного характера, с которым могли быть общения, с которым был какой-то контакт. Но что-то не дошло до какого-то финала. То есть тройка жезлов, планы были, какие-то ориентиры были, возможно, даже договоренности какие-то были. Но по шуту все вообще пошло не так. Более того, это как будто бы вообще не реализовалось так, как хотелось бы. Мужчина достаточно самовлюбленный, достаточно знающий, может быть, себе цену, либо набивающий ее искусственным образом. Кто знает, как этот король кубков получил свое признание внутри себя. Но может быть токсичный персонаж, да, достаточно. Но может быть и в принципе просто человек такой достаточно харизматичный, милый, красивый, привлекающий внимание и знающий. Главное, что он знает, скажем так, свои сильные стороны. Не знаю, что я тут абьюзить хочу. Именно его. Ну ладно, короче, вот хорошо. Человек, который запустил 100% у вас трансформацию. Это мог быть какой-то ваш партнер в отношениях, опять же. Либо это может быть человек, который был в отношениях. Но, знаете, мне вот опять все равно как будто бы человек, который поменял что-то внутри вас. И десятка пентаклей — это что-то не с ним все равно связано, это что-то связано с вами. Может быть, вы в отношениях, к примеру, да, и был у вас какой-то ухажер, был какой-то поклонник. Вот он о вас не может, потому что он мог как будто бы повлиять на вашу жизнь, на ваши отношения, на вашу семью. Но такой человек, он нестабильный. То есть это не про какую-то стабильность, это не про какую-то четкость. Потому что мне все равно показывают какого-то мужчину в вашем поле. Мне слишком много, кстати, мужчин показывают. Вот серьезно, вы вряд ли из тех женщин, которых забываешь, только ты за порог выходишь и забыл. Нет, скорее всего, вас и годами забыть невозможно. Может быть, даже больше, может, столетиями. Знаете, души к вам еще возвращаются, еще из тех прежних жизней, которых вы не выбрали. В отношения грустные бывшие приходят даже в следующей жизни. Представляете? Вот это про вас. Они вас преследуют и в следующей будут преследовать тоже, потому что я не вижу, чтобы эта информация, вообще, чтобы здесь по этой информации эта какая-то история финалилась вообще. Но, опять же, так хотела пошутить быстро, и вот так ошиблась несколько раз. Боже мой, извините. Ну, в общем, не быть мне стендап-комиком. Ладно, да, ну и все. Просто здесь такое большое количество внимания к вашей персоне. Но почему-то они все как будто бы, знаете, недопеченные пирожочки. Вот я не знаю, как будто бы из них нечего вообще слепить. Вот оно как недофиналенное все. Ну хорошо, если мы говорим про одного человека, человек мог достаточно по-разному к вам проявляться. И, скорее всего, вы либо были в отношениях, либо он, конечно, мог быть в потенциале на отношения, но он не взял эту инициативу, либо не, знаете как, не смог взять ответственность за это. То есть вот такой он. Но он скучает. Хорошо. Проявит ли он такую инициативу сейчас, либо в ближайшее время в вашей жизни? Проявится ли? Нет. Нет, он боится, он в своих каких-то моментах пока, по крайней мере, нет. Он больше себя сдерживает, чем проявляет инициативу. Ну, честно, пока он такой, знаете, наблюдает, интересуется, скучает, но показываться пока не будет, по крайней мере, сейчас. Но скучает за вами. Что-то ему там не хватает. Вот вас не хватает, он Луна. Извините, вашей энергии, вашего внимания не хватает. Куда вы его дели? Рассказывайте. Ладно, девочки, спасибо большое. Королева Пентакли, а мы идем дальше, мы идем к королеве кубков. Прекрасные мои, невероятные королева кубков. Здравствуйте. Давайте посмотрим, кто скучает за вами. Слезки по вам роняет, плачет в подушку, истерически молится на вашу фотографию, просит у высших сил, чтобы вы ему написали. Ладно, это я уже немножко драматизирую. Что-то у вас пошла в какую-то вообще
Творческий поток, знаете, мелодрамический творческий поток. Точно какой-то вот тут сейчас будет король кубков. Отшельник, 5 мечей, проигравший. А делает вид, что не проиграл. Ого, как 6 кубков, король. Боже, а можно мне так не рассыпать карты король мечей? Я поняла, что ты скучаешь, что ты хочешь уже выговориться. Ну, извините, мне нравится поболтать. Ладно, давайте. Хочется уже поговорить. Давайте. Кто за вами скучает? Даже так, ладно. Все не как у людей. У этого вашего короля. Ой, Иерофант, 9 пентаклей. Не знаю, может быть, внешне мнит себя там, либо там показывать, что у него все хорошо, все классно. Тоже такое, знаете. Может быть, темпераменты разные. Может, ревность, кстати, у человека могла присутствовать. И сам из-за этого мог быть нестабилен по какой-то причине. Мог, кстати, быстро порвать с вами отношения, либо написать. Может, вы ему написали, что вы с ним разрываете отношения. Тут еще под вопросом, кто с кем попрощался. Потому что он внутри такой... Он слишком много пытается вам доказать, знаете. Чтобы я сказала, что это он прям с вами попрощался. Хотя, ну, может, у человека фетиш такой. Или фетиш. Ну, вы поняли. Не знаю. Доказывать кому-то что-то. Кайфует от этого. Ну, звезда, слушайте, ну я не знаю, какой-то тут нарциссик чуть-чуть, девочки, потому что здесь человек реально возомнивший о себе непонятно что. Хорошо, а вы вообще хоть о нем помните? Да вы вся в себе, я не знаю. Ну, это какая-то часть вашего прошлого. Но я не могу сказать, что этот человек прям, знаете, вот отпечаток вашей жизни оставил. Прям вот вы в его жизни, да, потому что человека до сих пор беспокоит ваше мнение, ваш взгляд, и он что-то для вас пытается вот визуально показать. Да вам, скорее всего, вообще вы не знаю, вы там прошли и забыли, знаете. Ножки вытерли, там, не знаю, об этот, выходя, вытерли ноги об коврик и ушли. Все. Все. Никаких следов с собой не забрали. Потому что мне кажется, что вы даже этого человека, ну я не знаю, а какие у вас были отношения? Хотя по страшному суду, вот, пожалуйста, для него внутри это было что-то судьбоносное. А для вас, да я не знаю. Ну, не знаю, вы что-то там хотели большего. Может, 3 девятки, кстати, да, то есть, ну... Не знаю даже. Для этого я не могу сказать, что у вас что-то было действительно, вот знаете, вот... То есть это какой-то человек из вашего пространства, у которого остался след от вас внутри. Я не вижу, чтобы между вами действительно что-то было открытое. То есть это были либо гляделки, либо это была какая-то закрытая история, нереализованная. Я не вижу, чтобы тут даже любовная какая-то линия развивалась. Тут скорее человек вообще внутри все проживал. Я же говорю, драматизм какой-то пошел. Ладно, давайте. Тут, короче, скучает какой-то человек, о котором вы, скорее всего, либо даже не помните, либо не думаете, либо вообще будете в шоке, что он о вас думает, что он скучает за вами. Тот человек действительно большое количество какой-то внутренней ревности к вам, эмоций. Вы могли как-то разойтись. Опять же, вот эта карта, может быть, вы там разошлись, может, это был какой-то друг, либо там на работе, знаете, вот ваш рабочий контракт закончился, вы ушли с работы, и все, вы с этим человеком больше не пересекались, потому что этот человек, как вот, может, реально кто-то из друзей, круг общения, у кого-то реально это могла быть, правда, рабочая история. Но я с этим человеком, ну, я не вижу вот 3 кубков больше, чем 3 кубков, у вас с ним не было. Нет, ну, типа, нет, вы были либо загружены, либо вы на него даже не смотрели. А тут человек за вами скучает. Хорошо, кто еще за вами скучает? Кто еще за вами скучает? Вот. Тут что-то, знаете, такое пыталась выстроиться, но как-то оно тоже пыталось выстроиться не каким-то качественным образом, не каким-то... не знаю,
не экологичным образом что-то пыталась. То есть где-то кому-то было больно, где-то кому-то было неприятно. Может быть, вы не могли никак сойтись в чем-то. То есть человек, и при этом скорее от него идет позиция такая. Почему? Потому что его позиция, она намного меньше, младше. Даже если он внешне и по возрасту старше, человек мог вести себя как-то, знаете, вот достаточно... Не знаю. Я даже не знаю, как это объяснить. Тут история закончилась, потому что что-то тянулось, и как будто бы не было понятно, куда двигаетесь. Мог человек, кстати, быть двуликим, двуличным, таким, знаете, показывает одно, на самом деле другой. Вот говорю, может, знаете, вот, я не знаю, взрослый мужчина, да, а по поступкам как мальчик. Осознанности какой-то нет. Не знаю, может, эмоционального интеллекта нет. Может быть, человек неосознанный какой-то, ну, не до конца... Вот посмотрите, ну вот такие карты. При том, что попытка построить что-то с ним, она была. Но он проиграл. Именно мне показывают, он проиграл. Ну, естественно, королеву кубков потерять. Ну, дурачок же. Нет, там король мечей. Вот смотрите, король мечей, паш мечей. Вот показывает себя по одному, а когда ближе узнаете, он вообще другой. То есть человек, который не соответствует тому, что транслирует. Хорошо. Что между вами было? Ну, тут какая-то любовная история, правда, была, но зависшая. То есть она никак не развивалась. Человек мог быть жаден на эмоции, жаден на деньги, жаден на проявления, на какие-то правильные поступки. При том, что по рыцарю кубков мог что-то рассказывать поначалу, вкладываться, да, но опять же, это не давало никакого результата. Может быть, тяжело было уходить, либо это такая, знаете, такая история была достаточно... Ну, по дьяволу, да, такая, не то, созависимая, зависимая, эмоционально триггерная для вас. Этот человек скучает. Хорошо. Проявится или нет? Проявится еще. Но, скорее всего, это будет неудачное проявление, и он останется недоволен. Но это его проблема. Ну, потому что вам скорее это не надо. Он не поменялся. Он абсолютно не поменялся. Но он проявится. Но вы скорее закроетесь, либо почувствуете интуитивно. Потому что, ну, вообще в вашу жизнь, если вы одиноки, в вашу жизнь идет новый человек для отношений. На перспективу, на отношения. Вот мне прям показывают. И сейчас вы скажете, паш пентакли? Нет, но он на перспективу рост, императрица. То есть мужчина идет на перспективу, на императора. И тут не как в том случае показывает одно, а на самом деле другое. Тут наоборот. Тут человек как будто бы проявит себя не так уж и, казалось бы, серьезно, а он на самом деле серьезными намерениями на вас, и вы, смотрите, еще прям смотрите друг на друга. При этом, если вы в отношениях, здесь все-таки момент того, что вы сделали правильное решение, то есть ваше решение, оно было правильное, уйти из тех отношений, но тут человек вернется. Вот такой был последний вариант. Спасибо вам большое, мои прекрасные королевы кубков. А с вами была ваша Каролайна, это было гадание с любовью. Я вас всех обняла, поцеловала. Пока. They set my spirit free.